Ultiverse – анонсированная недавно метавселенная, на просторах которой в Web3 интегрируются элементы виртуальной реальности. Это не одна игра, работающая по принципу Play to Earn, а целая экосистема, представляющая собой многогранную вселенную, в которой найдется место каждому игроку. Неважно, экономические стратегии или темное фэнтези вы предпочитаете. Играя в Ultiverse, каждый сможет выбрать роль по душе и стать частью огромного мира. Игроки получат возможность управлять собственным государством, развивать технологии, добывать ресурсы или сражаться с другими обитателями метавселенной. Все это за вознаграждение в токенах, которые затем можно будет обменять на фиатные валюты на бирже. Чем интересен проект? Для геймеров огромным плюсом станет то, что уже скоро на платформе появится первая игра с рейтингом AAA. Это категория игр, которые отличаются проработанным сюжетом, современной графикой и увлекательным геймплеем. Они, как правило, высокобюджетные и рассчитаны на широкую аудиторию. Проект также станет первым DeFi на основе NFT, в рамках которой игроки смогут соревноваться и получать вознаграждение за игровые достижения. Он призван объединить три категории участников криптосообщества: геймеров, которые в поисках интересных и зрелищных игр на блокчейне, инвесторов, которые хотят зарабатывать, покупая токены, и исследователей, любящих знакомство с новыми метавселенными. Игроки Ultiverse не только получат доступ к проектам на базе DeFi и DEX внутри площадки, но и смогут использовать свои NFT с других платформ, сохраняя при этом их ценность. В их силах будет оказывать на метавселенную влияние, обращаясь к разработчикам с просьбой о создании той или иной игры внутри огромного мира, все части которого взаимосвязаны. Игроки смогут играть в одиночестве или заводить новых друзей и объединяться с ними в гильдии. Так, они получат больше возможностей для заработка. Экономика игры максимально приближена к реальной. Она не стремится обеспечить игрокам равенство, но дает возможность зарабатывать больше и становиться успешнее в выбранной среде. К примеру, в Ultiverse можно стать охотником за сокровищами и исследовать новые миры в поисках удивительных артефактов, которые представляют реальную ценность. В метавселенной предусмотрено деление на классы. Однако, каждый из них вносит свой весомый вклад в развитие экономики, и потому нельзя сказать, что какой-то один более важен. Все они звенья одной цепи. Сами разработчики позиционируют свой проект как мост, который поможет связать обычные игры и метавселенные в Web3. Он ориентирован на игроков, которые только начинают знакомство с Play to Earn и предпочитают получать от игры максимум удовольствия. Однако, красивая картинка и мощный движок не отменяют того факта, что внутри игр будет построена сложная и эффективная экономика. Terminus City – основные разделы. Сразу после регистрации на сайте игрокам будет доступно несколько базовых локаций, у каждой из которых своя функция. Галерея NFT. Она обеспечивает сложное взаимодействие между уникальными активами и токенами различных платформ. С ее помощью игроки смогут сдавать в аренду NFT, создавать их и продавать другим игрокам. Создателей лучших NFT ждет награда в виде финансовой поддержки на любом этапе разработки. Торговая площадка. На ней пользователи смогут приобрести все, что нужно для игрового процесса, от новых скинов для персонажей до оборудования и самолетов. Все это представляет собой NFT с уникальными свойствами. Игрокам будут предложены разные варианты торговли, напрямую, через слепой ящик или с возможностью торга. Совет. Это специальная площадка для управления метавселенной.
Посетив ее, игроки смогут предложить свою идею по улучшению проекта и проголосовать за понравившуюся. Масштаб этих предложений зависит только от фантазии автора. По его совету, если достаточное число людей проголосует за идею, может начаться строительство нового дома или война с соседним государством. Участвовать в голосовании может каждый игрок, имеющий жетоны управления. Банк. Благодаря проработанной системе экономики, пользователи смогут вкладывать средства в развитие метавселенной, брать кредиты и даже создавать собственные банки. Главное, чтобы они не нарушали внутреннюю политику проекта. Строительное бюро. Через него возможна покупка готовой недвижимости и строительство новых зданий на карте. Бюро также предлагает игрокам рекламные услуги. Игровые гильдии. Это объединение игроков, каждая из которых владеет своим зданием. Их участники также могут пользоваться единым чатом и свободно взаимодействовать с товарищами по гильдии в любой точке мира. Арена. Она предлагает игрокам многочисленные мини-игры, каждая из которых позволяет зарабатывать токены. Ежемесячно на арене выбирают лучшего игрока, чтобы наградить его персональной статуей. Это лишь то, с чем пользователь может ознакомиться уже сейчас до официального запуска платформы. В будущем игроков ждет еще больше информации и новых интересных возможностей. Инвесторы и партнеры. Блог проекта начинается с новости о том, что Defiance Capital поддержал команду, а его разработчики рассказали, что возлагают большие надежды на первую 3D-игру, которая выйдет на его платформе. Это Endless Loop MMORPG AAA, которая будет запущена вместе с сайтом. Они также отметили, что у метавселенной огромный потенциал, поскольку она сможет обеспечить игрокам действительно глубокое погружение, простор для творчества и многообразие источников дохода. Уже сегодня игроки могут заглянуть в Terminus City и увидеть названия компаний, которые поддержали проект, размещенные над неоновыми небоскребами. Это Sequoia, Binance Labs, Skyvision Capital и Three Arrows Capital. В будущем число инвесторов будет только расти, ведь несмотря на то, что работа над проектом ведется сравнительно недолго, он уже успел обрести популярность одновременно в среде геймеров и крипто-сообществе. Новости проекта. В середине марта разработчики рассказали о новом стратегическом инвесторе Three Arrows Capital. Криптовалютный хедж-фонд поддержал разработку метавселенной, в которой возможности Web3 сочетаются с интересным и неординарным виртуальным миром. Позднее разработчики более подробно рассказали о том, как видят концепцию платформы и чего от нее стоит ждать игрокам. 16 марта команда объявила конкурс «Назови свое существо», который продлился до 22 марта. В его рамках нужно было придумать креативное название для инопланетного животного, которое создали дизайнеры проекта. Любопытно, что прообразом для него послужил обычный верблюд, который получил черты гиппопотама и рептилии. Размер призового фонда составил $300 США, поскольку в данный момент разработчики не готовы познакомить будущих игроков с внутренними токенами. 18 марта Binance Labs сообщила, что возглавит сбор средств для развития проекта. Деньги будут использованы для дальнейшего совершенствования сервиса, игр внутри него и поиск специалистов в команду. Позднее разработчики проекта рассказали о первом Ask Me Anything и поделились наиболее важными ответами на вопросы о Ultiverse. 14 апреля команда поделилась новостью об еще одной игре для самых креативных пользователей. В этот раз им предстоит дать имя не животному, а одному из персонажей Electric Sheep, художнице. На эту важную миссию сообществу отвели 3 дня. Ultiverse действительно интересный проект, и уже довольно скоро будет запущена альфа-версия Terminus City, а также бета-версия маркетплейса.
Разработчики также анонсировали скорую распродажу NFT и регулярно устраивают раздачи ролей, которые сейчас можно получить за правильные ответы на вопросы в Discord. Первые продажи токенов ждут пользователей в третьем квартале 2022 года, а вот запуск основной сети состоится уже в 2023.